Этот волк не отступил перед женщиной. И когда врач осмотрел ее поближе, он быстро связался с полицией, осознавая серьезность произошедшего и возможные правовые и медицинские последствия необычного случая. Сначала это выглядело как какой-то дикий эпизод, но по мере развития событий становилось ясно, что тут замешано нечто большее, чем просто встреча человека с хищником в лесу. Эмбер Смолс была 24-летней молодой женщиной, жившей в тихом городке где-то в Америке. Она только что окончила колледж и недавно устроилась на довольно неплохую работу в городе, что для нее означало новый этап жизни и множество планов на будущее. Каждый день ей приходилось совершать долгую поездку на работу и обратно, иногда до часа в одну сторону, и эти ежедневные переезды отнимали немало сил и времени, оставляя ее уставшей к вечеру. Поскольку она была новичком на работе, ей еще приходилось разбираться во многих вещах, учиться новому и доказывать себе и коллегам свою компетентность, что добавляло эмоциональной нагрузки. Ей нравилась работа, но к концу дня она явно чувствовала усталость. Не только физическую, но и психологическую, пусть и сочувствующую всевозможным вызовам, которые сопровождали начало карьеры. Чтобы очистить голову, Эмбер часто гуляла по лесу рядом со своим домом. Пребывание на природе и свежий воздух помогали ей расслабиться после тех длинных выматывающих рабочих дней, они давали ей возможность восстановиться, подумать о жизни и просто услышать собственные мысли вдали от шумного офиса. Она очень любила лес, но всегда держалась размеченных троп у входа, предпочитая безопасные маршруты и умеренный риск вне дома. Она знала, что там могут обитать дикие животные, волки, возможно, даже медведи, и не собиралась рисковать столкновением с одним из них. Она понимала естественные законы дикой природы и уважала их, выбирая осторожность. Но однажды случилось нечто, что полностью изменило ее жизнь и заставило пересмотреть представление о границах между человеком и природой. Тот день у нее был выходной, и погода не могла быть лучше. Сияло солнце, не было облаков, воздух был прозрачным и теплым, подходящим для долгой прогулки, которая обещала снять накопившееся напряжение. Поскольку в последние несколько вечеров она не ходила на прогулки из-за позднего возвращения домой, Эмбер решила отправиться на настоящую прогулку и провести время наедине с собой без спешки. Она выбрала одну из своих любимых троп. Эта тропа вела чуть глубже в лес, но там было несколько действительно красивых мест, укромных полянок и заливных лужаек, где можно было на минуту остановиться и понаблюдать за жизнью леса. Пока она шла, она остановилась, чтобы полюбоваться участком ярких красочных цветов, которые казались особенно живыми на фоне зеленых деревьев. В этот момент в воздухе прозвучал резкий, высокий вой, звук, который разрезал тишину и сразу же привлек к себе внимание. Эмбер застыла. Он звучал близко, слишком близко. Ее тело напряглось, инстинкты подсказывали держать дистанцию, и она затаила дыхание, сердце колотилось. Она боялась, что что-то может выскочить из-за деревьев в любую секунду и нарушить спокойствие. Через несколько напряженных мгновений вой раздался снова, но теперь он звучал иначе. Грустно, страдальчески. В голосе слышалась боль и просьба о помощи, что смягчало страх и пробуждало сострадание. Эмбер стояла, не зная, что делать, но ее тревога начала перевешивать страх. Внутренний голос говорил, что помочь тому, кто в беде, это правильный поступок. Животное явно было в беде, и она не могла просто уйти, отвернувшись от просьбы о помощи. Медленно она направилась в сторону, откуда доносился звук, сдержанно и осторожно прислушиваясь к каждому шороху, чтобы не напугать пострадавшего. После недолгой прогулки она наткнулась на сцену, которая заставила ее остановиться. Между небольшой группой деревьев лежала одна изолированная волчица, скуливо стонущая от боли. Ее позы и выдохи явно свидетельствовали о слабости и беспомощности. Сначала Эмбер не двигалась. Это все еще было дикое животное,
и она не имела понятия, что с ним не так и как оно отреагирует на ее присутствие. В подобных ситуациях любое неверное движение могло быть опасно. Она держалась на расстоянии и внимательно наблюдала, оценивая обстановку, рассчитывая риски и пытаясь найти безопасный способ помочь. Через несколько минут она поняла. Волчица не просто ранена. Она застряла в какой-то проволочной ловушке, которая не позволяла ей встать и уйти, и это явно причиняло ей боль. Любопытная и обеспокоенная, Эмбер подошла немного ближе, надеясь определить, что именно удерживает ее, и думая о том, как можно аккуратно освободить животное, не навредив себе и не усугубив раны волчицы. Волчица подняла голову на звук ее приближения и зарычала, сигнализируя о недоверии и предостережении. Эмбер тут же остановилась. Ее сердце пропустило удар, адреналин подскочил, но в той ситуации было важно сохранять спокойствие. Ее сердце пропустило удар, но уже через секунды рычание смягчилось и превратилось в тихое стенание, как будто животное дало понять, что не настроено атаковать, и что в этом рычании звучала не агрессия, а страх и боль. Теперь, когда она была достаточно близко, Эмбер наконец увидела, в чем дело. Волчица попала в запутанную старую проволоку и не могла двинуться. Проволока впилась в тело и мешала нормальному кровообращению и движению. Пожалев животное, Эмбер глубоко вздохнула, сосредоточилась и медленно приблизилась снова, пытаясь не сделать резких движений. Когда она оказалась всего в нескольких шагах, она присела и достала небольшой карманный нож, который всегда носила с собой на прогулках. Предмет, который она носила скорее из практичности и привычки, чем для защиты. Аккуратно она начала разрезать проволоку, продумывая каждый разрез так, чтобы не задеть кожу волчицы и не причинить ей дополнительной боли. Все это время волчица только наблюдала за ней. Ее дыхание было прерывистым, но она не пыталась убежать и не проявляла агрессии. Ни рычания, ни резких движений не последовало, что говорило о доверии, которое проявилось между спасителем и спасенным, пусть и на самых первых шагах. Через несколько напряженных минут, когда Эмбер аккуратно срезала последние куски проволоки и убеждалась, что узел полностью развязан, волчица, наконец, освободилась. Беспокойно и с очевидным облегчением она вытянула ноги и сделала несколько осторожных движений, а Эмбер быстро отступила на несколько шагов, чтобы дать животному пространство и не напугать его в первые минуты свободы. Волчица, как Эмбер теперь могла увидеть, была самкой. Она вытянула ноги, понемногу пробуя опереться на лапы и проверить, насколько серьезно повреждена конечность. Однако вскоре Эмбер заметила, что с ней что-то не в порядке. Она хромала, едва доверяя больному члену опоры перемещать вес. Одна из проволок явно врезалась ей в ногу, возможно, повредив мышцы или кожу, и это было видно по ее осторожным и осмотрительным движениям. Больше всего Эмбер удивило то, что вместо того, чтобы броситься прочь, волчица повернулась и посмотрела прямо на нее глазами, полными напряжения, но одновременно и какой-то тихой благодарности. Этот жест был почти человеческим, словно животное понимало, кто его спас, и хотело отблагодарить. Затем, после того, что показалось короткой паузой, волчица, прихрамывая, подошла и мягко потерла головой об Эмбер, проявляя доверие и теплую привязанность, которую трудно было не принять всерьез. Молодая женщина, сдерживая эмоции, не могла поверить своим глазам. Это дикое животное действительно проявляло к ней благодарность, и этот контакт был глубоко трогательным и почти магическим. Поняв значимость момента, Эмбер протянула руку и несколько раз нежно погладила волчицу, давая ей почувствовать поддержку и безопасность, которые она могла предложить. Она прекрасно понимала, что травма затруднит волчице охоту, что рана и потеря подвижности могут сделать ее уязвимой в лесу, где каждый день идут бои за пропитание и выживание.
Оставшись одна, она может не выжить, и это знание подтолкнуло Эмбер к решению вмешаться более последовательно, а не ограничиваться одноразовой помощью. Поэтому Эмбер приняла тихое решение. Она будет помогать волчице до тех пор, пока та не станет достаточно сильной, чтобы позаботиться о себе сама. Это решение походило на обещание, данное в тишине леса, которое она намеревалась сдержать. Последующие недели Эмбер возвращалась в лес каждый день, чтобы приносить волчице еду и поддерживать ее в процессе восстановления, несмотря на занятость и необходимость балансировать между работой и заботой о животном. Они всегда встречались на одной и той же поляне, месте их первой встречи, которая стала для них своего рода безопасной зоной, где не было чужих глаз и где можно было без спешки совершать эти тихие встречи. Эмбер приносила мясо. Иногда дополнительно оставляла воду и следила за состоянием лапы. Обрабатывала рану примитивными средствами, насколько это было возможно. А волчица всегда присутствовала, ожидая и принимая помощь с растущим доверием. Между ними быстро установилась связь. Не словесная, но понятная. Ежедневный обмен заботой и благодарностью. Их встречи стали лучшей частью их обоих дней. Для Эмбер они были источником внутреннего спокойствия и смысла, а для волчицы — питанием и шансом на восстановление. Но затем произошло нечто странное и тревожное. Однажды Эмбер не пришла на поляну. Обстоятельства, может быть, задержка на работе или внезапная непредвиденная ситуация, помешали ей выполнить привычную встречу. Волчица ждала, в растерянности и с легким беспокойством, не понимая, почему подруга не появилась, и атрофия привычной рутины вызвала у нее беспокойство. Раньше такого никогда не случалось, и это отсутствие было заметно по ее поведению. Она носилась по краю поляны, принюхивалась, выглядывала в сторону тропы. Все же она вернулась на следующий день, надеясь, что это простое совпадение, но снова нашла пустое место. И теперь тревога стала глубже. Теперь по-настоящему встревоженная, волчица приняла решение. Она покинула лес и последовала по запаху, который так хорошо знала, ведомая инстинктом поиска своей человеческой подруги и не желая оставаться в неопределенности. Ее путь привел ее на похороны, место, где люди прощались с тем, кто больше не вернется. И тишина там была особенной, тяжелой от печали. Тихая группа людей стояла вокруг гроба, и волчица подошла ближе, сохраняя дистанцию, но чувствуя знакомые запахи и человеческие эмоции, которые тянули ее дальше. Она осторожно приблизилась к гробу, чувствуя, что что-то не так. Атмосфера была наполнена горем, и она словно улавливала изменения в человеческом поведении, которые говорили о потере. Рядом с гробом стоял Мартин, муж Эмбер, со слезами на глазах. Выражение его лица отражало шок и неподдельную боль, и он был окружен людьми, которые приходили разделить утрату. Эмбер внезапно и без предупреждения скончалась. Обстоятельства ее смерти были болезненны для всех, кто ее знал. И утрата тяжело ударила по всем, особенно по Мартину, который все еще находился в шоке и не мог до конца принять случившееся. Как раз когда начиналось погребение и люди готовились к последним ритуальным моментам прощания, волчица подбежала к гробу и начала рычать. Ее голос был наполнен отчаянием и требовательностью. Он прорывался сквозь молчание толпы и заставлял людей отпрянуть. Люди поблизости отпрянули, ошеломленные и не зная, что делать. Такое поведение диких животных на похоронах было редким и пугало присутствующих. Но Мартин узнал ее сразу. Он вспомнил рассказы Эмбер о волчице, которые раньше казались странными и трогательными в равной мере. Это была та самая волчица, о которой Эмбер так много рассказывала. И в ее поведении он узнал знакомые черты. Он стоял потрясенный, наблюдая, как волчица обнюхивает деревянную крышку и становится все более беспокойной. Она, казалось, знала, кто находился внутри, и с каждой секундой становилась все более настойчивой и расстроенной.
Волчица была так расстроена, что начала грызть и царапать крышку гроба, пытаясь открыть его, как будто пыталась вернуть кого-то назад, вернуть прежнюю жизнь. Несколько присутствующих попытались остановить ее, но после пары резких рычаний отступили, не зная, что делать дальше, и в комнате повисла напряженная пауза. Затем, одним сильным взмахом лапы, крышка чуть приоткрылась, как будто от ее усилий появился ощущаемый зазор, и это действие стало поворотным моментом для всех, кто наблюдал. Но то, что произошло дальше, ошеломило всех до тишины. Из маленькой щели, которую сделала волчица, вдруг вытащила руку и протолкнула оставшуюся часть крышки, словно внутри оказался живой человек, который боролся за выход. Мгновение спустя Эмбер села, задыхаясь, и толпа, будто ударенная током, застыла. Глаза у всех расширились от неверия и удивления. Никто не мог поверить тому, что видел, потому что это казалось нарушением всех привычных представлений о смерти и погребальных обрядах. Сцена была настолько невероятной, что напоминала сюжет из фильмов или мистических рассказов. Это казалось нереальным, словно сцена из фильма, и люди пытались осмыслить происходящее на ходу. Мартин не терял ни секунды. Он подбежал к жене, помог ей выбраться из гроба и сразу же позвал полицию и врача, действуя по инстинкту и появившейся надежде, что его любимая еще жива. Пока Эмбер садилась, чтобы прийти в себя, волчица мягко подошла к ней, начала облизывать ее лицо и прижаться, выражая ту самую благодарность и радость, которую она демонстрировала с самого начала их знакомства. Эмбер сквозь шок и слезы улыбнулась и обняла волчицу в ответ. Это было трогательное и почти священное мгновение связи между человеком и животным. Она без всякого сомнения знала, что это животное только что спасло ее жизнь. Не только физически, но и эмоционально, проявив заботу в самый нужный момент. Когда подъехали спасатели, врач быстро осмотрел Эмбер и после первоначальной оценки объяснил присутствующим, что произошло на самом деле. Все считали, что она умерла. Но после осмотра врач объяснил, что на самом деле произошло. Эмбер перенесла состояние, называемое каталепсией, редкое медицинское явление, при котором человек может впадать в состояние, похожее на транс. Он становится неподвижным, не отвечает на внешние раздражители, а тело напрягается, из-за чего кажется, что человек мертв. Внешние признаки жизни при этом могут быть минимальны или трудноуловимы. Медик подробно описал, что каталепсия может выглядеть как состояние с пониженным сознанием и мышечной ригидностью, и что в подобных случаях важно медленное и грамотное обследование. Ситуация выглядела страшно, но, к счастью, волчица как-то почувствовала правду и вывела ее из этого состояния как раз вовремя, действуя инстинктивно и проявив необычную чуткость к человеческому состоянию. Ее поведение спасло время до прибытия медицинской помощи и, скорее всего, спасло Эмбер от трагического исхода. После всех переживаний и облегчения Эмбер и Мартин вернулись домой, благодарные за второй шанс на совместную жизнь и осознавшие, насколько хрупка человеческая жизнь и как важны случайные акты доброты и поддержки. Что касается волчицы, то она тоже стала частью их жизни. Ее часто видели около дома, она слонялась по двору, всегда радовалась встречам с Эмбер и ела оставляемые для нее порции. Между людьми и животным установились свои негласные правила и привычки. Они включили ее в круг тех, кому можно доверять, и волчица, в свою очередь, продолжала приходить и разделять с ними моменты радости и простые совместные рутины. Какая невероятная история! Она заставляет задуматься об удивительных связях, которые могут возникать между видами, и о том, что в мире еще много мест для удивления. Если вам понравилась эта история, поделитесь своим мнением в комментариях. И не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы не пропустить еще больше теплых историй, подобных этой.